Здравствуйте всем, дорогие друзья. Я продолжаю 4-й день подряд болеть. Конечно же, зимой не болел, весной не болел, а вот сейчас заболел. Ну, это как всегда, как тепло, так и обязательно надо заболеть. Мотоцикл стоит, ждет, а поездка в Нижний Новгород совсем не за горами на съемке. Так что надо поправляться. Все, кто болеет вместе со мной, поправляйтесь. Все, кто не болеет, просто спасибо за то, что смотрите. Ребята, объявление очень важное. YouTube болеет он очень конкретно. Напоминаю, всем сейчас крайне необходимо, чтобы его немножко раскочегарить. Это как у Асаты вот было не так давно. Прям лайк и несколько комментариев. И вот эту вот кнопочку, вот у многих вот так вот стоит. Вот сделайте вот все, где видите, вот все прям написано. Раз, спасибо, ночных оповещений нет, ничего нет, только все дневное сейчас, да, так что не переживайте, никого не побеспокою. Ребята, всем приятного просмотра. Сегодня продолжаем смотреть Артем Вульфа. Полиция жестоко осадила директора магазина. Короче, все как всегда, как в голливудском фильме. Ссылочку оставлю внизу в описании. Заходите, я пока яблочко похрумкаю. Да, мы на стриме вот как раз смотрим. Кстати, подписывайтесь на Hard Insight, там все оповещения о стримах и, в общем, обо всех съемках. Да, Касати очень скоро едем, в Новгород скоро едем, и вообще съемки по авто и по мото тоже в Hard Insight будут. Можно, кстати, у любимого партнера, оранжевого, да, Вин и что-то еще, не помню. Да, ссылку, короче, в описании, как всегда, включу. Первый закрепленный, да. Я всегда вот таймер засекаю, я говорю, через сколько тебя поймают, дурака? Через 2 или через 3 часа. Да, на перегонки там ловят. Найди меня, догони меня. Потом ай-яй-яй-яй, как обычно. Потом сидят все с грустными лицами, все. Уже не так. Так что, чтобы не быть с грустным лицом, спасибо всем, кто заходит, регистрируется, да. У партнеров у наших, господи. Ну, это гений рекламы, гений, да. Спасибо, друзья. Твою, господи, дай вам буха. Поехали. Снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Снова к вам. Что тебе продали в этом магазине сегодня? Это, по-моему, со стрима, поэтому качество шакальное немножко. Это нормально. 29.03.24. Просрочено больше, чем на месяц. Бан. Это у нас тот же самый магазин, наш маркет, Москва. Ну, ребят, видео вышло последнее из этого магазина, и ничего, я так понимаю, не изменилось. Но на полу хочу заметить чисто, смотри. Масла домашнего я не вижу больше. Это, я так понимаю, все так же без маркировки продается. Да, это все так же без маркировки, но может у них документация появилась. Мы пришли за полчаса до закрытия. Мы пока проверим, исправился магазин или нет. Напоминаю, сын директора магазина обещал, что все исправится. Что все будет хорошо. Я прекрасно понимаю, что это не дело. С этим нужно разбираться. Что за яблоки такие вкусные? Сочные, прям течет прям, да. Мы в эти обещания не верим, да, мы всегда приезжаем, всегда повторно смотрим, да. В общем, кто не знает, ребят, просрочку Артем Вульф ищет, да, всякие эти, просрочка, чтобы никто не травился, как можно меньше, чтобы магазинов этим всем занимались, общественные порицания и штрафы не заставить себя долго ждать. Да, кстати, сейчас стали даже закрывать такие магазины, да. Я думаю, ты тоже парень умный, тоже знаешь, что все будет хорошо. Я увидел, что все плохо. Я сказал, будет. А насчет щелу появилась документация? Я не знаю. Ну, спроси у руководства, если не знаешь. А есть кто-то сейчас в магазине, кроме тебя? Нет. Ну, а как ты ее продаешь? Все то же самое. Я не понимаю этого. Все то же самое. Так же, как из прошлого выпуска. Все без маркировки. Все тоже самое. Все, ой. Без документов, да? Опять без документов. Опять вот эти вот глаза, опять вот эти вот грустные. Ну что ж такое-то, а? Ну почему наклеечку эту нельзя приклеить? Ну что, этот стикер-аппарат, он дорого стоит. Ну прекратите вы, а. Понимаю. А, масло вот сюда переставили. О. Масла домашнего я не вижу больше. Делаем вывод. Сын директора, который нам обещал, что все исправит, балабол. И директор, я понимаю, его отец тоже балабол. Раз ничего не исправилось. Кассир на телефоне. Ну, объективно, если обещали и противоположно все, то есть ничего не сделали. Опять пришли эти блогеры. И опять яйца без маркировки отсюда вижу. Это тот лоток. О. Понял. Мы хотели прийти, показать, как все хорошо, как все убрали. Мы даже с Тёмой обсудили. Нет, еще полчаса он работает. Не прокатит такой вариант.
Нет? Не знаю, с чего все взяли. То, что якобы, если выключить свет и сказать «магазин закрывается», то магазин реально закрывается. Я не понимаю, как это работает, особенно, когда круглосуточные магазины. То ли это инструктаж из начала 2000-х годов от правоохранительных органов, что так работает, так не работает. Есть часы работы магазина. Как бы, ну, законы немного другие. Да. Угу. Не выйдем. До свидания. Уходите, ребята, магазин закрывается. Нет, это так не работает, я говорю. Если руководство дает такие команды, это так не работает. Все, просто на покупателей вообще забили, оставили покупателей и сбежал. Что, может, включим обратно? Какой позор. А могли бы показать, сказать: ребят, смотрите, купили стикер-аппарат, теперь все по закону, он должен быть. Он это как бы не то, что там прогнуться, угодить каким-то блогерам. Смотрите, на маслице все наклеено, здесь все наклеено, там все наклеено. И что бы было, Тёмыч бы сказал: красавчики, молодцы, рекомендую этот магазин. Люди, несмотря на то, что раньше нарушали, сейчас уже, как бы говорится, уважаемые люди. То есть они пообещали и слово свое сдержали. То есть браво. Но нет. Так вот, как говорится, наверное, проще. Ну, ладно. Конечно, я что, в темноте еще буду сидеть? Заработал, представляешь? Магазин закрывается. Полчаса еще закрыть, ты чем-то обманываешь. Чем уходите? Да может и выйти. Он не только для нас выключил свет, но и для других покупателей тоже. Вот посторонняя женщина выходит из магазина, не понимая, что вообще происходит. Магазин не работает, но как бы это не поможет. Сейчас вызываем СОК, пусть все это описывают и изымают. И все. И будет, он ушел, Он документы, кстати, сделал. В тот раз без документов был. Не? не ушел. Ребята, магазин закрывается, выходите. Пожалуйста. Я ж тебе еще раз говорю, ты, пожалуйста, документацию предоставь на товар, просрочкой не торгуй и не обманывай нас, полчаса еще магазин у тебя работает. Выходите из магазина. Я еще раз говорю, ты можешь выйти. Мы никуда не пойдем. Все. Выходите, закрывается магазин. Мы никуда не пойдем, я тебе еще раз повторю, если ты не услышал. Есть проблемы со слухом, я тебе второй раз повторю. Могу третий, мне не сложно. Приходишь в магазин, а он просто магазин закрывается и убегает. Но это классика всех классик, ничего не исправилось. Маркировки на конфеты я не вижу, масло без маркировки, товар без маркировки. Им просто сказали, я так думаю, правоохранительные органы: ребят, забейте болт на этих блогеров, все нормально, торгуем дальше. Может быть, сами такое решение приняли, может, и зря так говорю. Извините, если зря. Маркировки, все, он не знает, что делать. Всё Говорит, как магазин обычно. закрывается. Чтобы сокрыть свое правонарушение, а возможно и преступление. О, так-то лучше, а то зрение нам портит. Ребята, Ау, выходите, пожалуйста. я же сказал, пожалуйста, предоставь документацию. Магазин закрывается. Магазин через полчаса закрывается, ты нас обманываешь. Это так не работает, что ты сказал, и магазин закрылся. Я не знаю, на что он рассчитывает, если честно. В его картине мира, видимо, он говорит, магазин закрывается, и все убегают покупатели из магазина. Это общественное место. Вы предоставляете услуги населению. Будьте добры, работайте согласно графику. По факту. Посмотрите, какая маркировка просто. А это как вообще считается? А это что? На арабском просто все. Вот так в этом магазине выглядит уголок потребителя. О, Уголок потребителя, пожалуйста. Все, ребят, вызываем сотрудников. Нормально. Это какой-то бред просто. Они вместо того, чтобы все убрать, они просто пытаются закрыть магазин. А интересно, если мы днем приехали, часов 5, они тоже закрыли магазин? Оператор 258, здравствуйте. Здравствуйте, хотели бы вызвать сотрудников полиции. Это у нас Филевский район, Сеславинская улица, дом 16, корпус 1. Это во дворе или в квартиру? А это магазин наш это в подъезд. Молодец. маркет. Приобрели просроченный некачественный товар. А вы покупатель, да? Да? О, я вам рассказываю. Я человек простой. Как вы думаете, от чего сегодня опять воскресенье я проснулся? Причем я долго терпел. На Пасху я просыпался. Еще в выходные дни я просыпался. Да, закон о тишине у нас соседи говорят, мы соблюдать не будем. Я говорю, я говорю, зря вы так думаете. Я человек простой. Сижу, завтракаю сразу, опа, 112. Я говорю, добрый вечер. Добрый вечер. 21 минуту я засек. 21 минуту 3 человека. 3 человека, Карл, пришло. 3. Участковые, еще и наряд. Говорят, Алексей Михайлович, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте, господа. Я говорю, суть ясна, проблема. Они говорят, да, конечно, разрешите исполнять. Я говорю, да, конечно, ребят. Ну, на самом деле, они просто пришли, сказали, здравствуйте. Жалоба уже не первый раз поступает. Сейчас проведем работу, все будет хорошо. Все, ушли, провели, все затихло. Да.
А сосед написал записку, что если систематически будешь мне голову курлык-курлык своим перфоратором делать бесконечно, вечно, в выходные, в праздничные дни, я говорю, я тебя буду вызывать каждый божий раз, сразу. У меня телефон, я человек простой, сразу 112, сразу. Просто молниеносно. В любые другие дни сверли, делай, что хочешь. В выходные дай людям отдохнуть. Не будь падлой. Да. Ожидайте полицию. Всего доброго. Из-за прилавка. Да. Ожидаем, спасибо. Ну что, вызвали мы сотрудников полиции. Рейтинг у магазина, кстати, упал, и теперь 1,3. Пошло развитие. Какой-то человек зашел, проверил, посмотрел обстановку. Это друг. Та же самая коробка Лучший. из-под сникерса, то есть они даже коробку менять не стали. И просто поставили обратно. Убрали, поставили обратно, в надежде, что мы не придем. Наглость, второе счастье, понял. И прочее. Опа. Ребята, магазин закрыт. О! Полчаса закроется только по времени. Задымление на складе, понимаете? Ну, замечательно. Магазин Чё? Ватерлиния на складе? Объявление на складе? Чё? Не понял. работает по времени работы. Не сработает. Ты нас обманул. На улице, давайте, ребята. Можешь идти на улицу. Ты сын директора, я не знаю, кто директор, обманул нас. И все выставили обратно. Хотя обещали, что этого не будет. А что выставили? А вот чушел. Эти, какой, а? Ну ты чего, дурака-то валяешь? Без маркировки. Ну и что ж? Ну и что ж, нарушаете. Ну и что? Ну и что? Ну, ой, ну и ладно. Ну обещал. Кто слова взял, тот слова забрал. Все. Что Ну теперь? и что ж, А вы кто? человек. А ты? Ну где я-то опять? Ну где я? Я люблю такие эти вещи. Я люблю. У нас, кстати, здесь недавно случай был. В неком социальной сети, что-то где-то вот hard.inst. Понятия не имею, что за социальная сеть. Давно там не сижу, да. Значит, ну мне передали, что, значит, там в директе, значит, человек у нас с Кавказа, мой старый подписчик, написал, посмотрел, помните этот, который Сабинку-то дверью-то хлопнул, подождался, когда мы ушли, и ему кинули фрагмент этого ролика, где я ругаюсь, стою с бедным вот этим вот мужиком, с мясником, помните, да, в мясном отделе, он там за сердце хватается, мне плохо, он пишет, я прочитал, я сначала не понял, я подумал, переводчик нужен. Я говорю, вроде, смотрю, переписка есть, там, я там с днем рождения поздравлял, еще что-то. Я твою, все твое, живое, не живое, все. Я не понимаю, я читаю, главное, так и читаю. Я, тебя, там, и туда идет, так далеко. Я говорю, а где суть-то? Я говорю, жду, когда начнется-то, ну, суть предъява, что? Я говорю, молодец какой, я говорю, молодец, чисто, знаешь, это, да, по-культурному сразу видно. Короче, суть там, вы вдвоем, два шакала довели бедного, несчастного, пожилого человека, вы будете отвечать. Да, я вас въебу, написал ви через и. Я человек простой. Я говорю, слушай, можно, конечно, въебать, можно что угодно сделать. Я говорю, я всем рад гостям, всегда говорю, рад. Ой, я говорю, молодец. Я говорю, мы таких любим, да, очень любим. Да, я говорю, ну мы со всеми дружим. Очкошник, вот это вот еще там было. Очень нравится такой. Я за 8 лет просто первый раз же такое, да, слышу. Ни разу не слышал. Я говорю, слушай, а в чем, почему ты так написал? Я говорю, почему, ну так вот, вроде обидно даже немножко стало. Он говорит, я говорю, подожди, а ты видел ролик? Он говорит, мне не важно ролик. Я говорю, ролик посмотри. Я говорю, с братьями посмотри весь ролик. Я говорю, ты что ты, говорю. Вот, он, короче, посмотрел. Через день видосик мне, представляешь, видосик мне уже в другую социальную сеть записывает, говорит, эй, брат, ну что ты, говорит, ну засомневался я, ну с панталыги, говорит, сбили, сказали, что вы там просто так в магазин зашли. Я говорю, ну конечно, я говорю, я же просто так зашел, я говорю, и начали газовать. Я говорю, просто так. Я говорю, да. Я говорю, и девочку просто так там защемили. Я говорю, которая вот такая маленькая, худенькая. Я говорю, все же просто так. Ну, молодец, кстати. У меня обид не осталось, ничего не осталось. Он говорит, ты меня не извини, я не знал. Я говорю, ну, мой хороший, ну, ты сначала спроси. Я говорю, вот тебе целый ролик. Я говорю, вот предыстория, что там творилось в магазине, как он раньше говорил.
всякие плохие там дурные вещи. Он говорит, о, я сейчас посмотрю. И, короче, я так понял, он посмотрел, и все. И он прямо, он говорит, не, я дальше продолжу тебя смотреть. Я говорю, ну вот, видишь. Я говорю, вот, все нормально. Сразу все хорошо стало. Я говорю, все в порядке. Да, так что, ребят, разбирайтесь всегда в ситуациях. Не надо вот это сразу, я тебе это. Не надо. Я говорю, приезжайте лучше этих каких-нибудь этих штучек понаделаем, что-нибудь, какую-нибудь кухню национальную поснимаем. Че вы начинаете вот это? Я тебе там... И ты мой хороший. Да, ну ладно, ничего, нормально. Все, продолжаем просмотр. Извините такое, почему-то навеяло. Как Для этого покупатели. есть Роспотребнадзор, правильно? Для этого есть покупатели, которые могут сделать замечание. Послушай, мне неинтересно тебя слушать. Все. Есть для этого госорган, правильно? Звоните. Есть мой детородный орган. Меня многие, очень многие осуждают. Постоянно вот хочу поднять этот вопрос. Как всегда, 3 секунды ролика посмотрел и начинается. Ну, все-таки. Вот вы мне скажите. И это я обращаюсь вообще ко всем, кто меня смотрит, кто просто понимает мою речь. Любите, не любите, это другой вопрос. Просто смотришь, да, вот ты вот прямо сейчас. Вот вы мне скажите, друзья. Вот, допустим, такая ситуация, вот как у Артема. Вот вы мне скажите, если человек, он переходит на оскорбление на ровном месте, хотя, ну, никто его не оскорбил, ничего плохого не сделали, закон вроде не нарушает никто. Вот вы мне скажите, он сразу переходит вот на оскорбление. Вот вы мне скажите, с таким человеком все-таки надо продолжать культурно общаться, либо все-таки как бы попытаться ему на его языке объяснить. Я вот на самом деле здесь не знаю, как даже правильно. Наверное, все-таки по ситуации я бы, да, ответил. Но очень интересно вот объективно все-таки, как бы вы себя повели в подобной ситуации, если бы сказали, что ты, Вася, клоун. Да, вот так вот, клоун, вот так вот. Да, очень интересно, очень интересно будет комментарии почитать, да. Обязательно возраст напишите ваш, без имен, без всего, просто возраст, очень интересно. Есть претензии, пожалуйста. Нет, Выдвигай неправильно. жалобы. Напишите все. Нет, это так не работает, неправильно. Все, выходите, ребята. Нет, мы не выйдем. Мы ждем полицию, мы вызвали. Ну что ж. Ну и все, ждем здесь. Просрочку. Какую? Покажи, пожалуйста. Давайте, покажу. Вот, пожалуйста, вот такую купил. 75 рублей. Без очков я не видел. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский квас. На класс закамский, высший класс. Ла-ла-ла-ла-ла. Если что, это реклама была по телевизору. Это просто реклама. Не надо. Просто реклама. Ну, рекламу показывали по телевизору. Что? Просто про квас, просто вспомнил. Не без всяких этих, да. Если что, сам себя осуждаю, конечно. А вместо того, чтобы клоуничать и говорить, что кто-то клоун, да что ты прячешь, у Самый нас там большой еще... клоун ты у нас, понимаешь? Ты бы лучше Да. просрочку убрал, понимаешь? Мне без разницы, как ты меня называешь. От людей, которых я не уважаю, Да, мне без тебе разницы. В любом магазине попадается 1-2, это ничего Нет, страшного. вот столько тухляка не в любом магазине, только в твоем, вот в этом, который ты защищаешь. Тухлый ты у нас стоишь передо мной, понимаешь? Видишь, Нет, магазин даже табака Видишь, нету. человек считает, что это нормально, оскорблять других людей, незнакомых, хотя сам нарушает, сам торгует тухляком. Потому что клоун, как ты, мешает людям работать, понимаешь? А, мешают травить других людей, соседей почему своих. травить? Да А потому что выпей. просрочка, вот это все. Просто глаза открой. Давай открой ее, выпей. Не, Умрешь? я не буду пить. Я что, не дурак, что ли, умрешь. пить просрочку? Это Хочешь ты не- пить? Это гениально. Это гениально. Вот, ну, это все. Это Москва конечная. Выход с последнего вагона, да. Я так слышал, в институт ездил. Когда вот это вот, не очкошник, давай вот квас хочешь просроченный? Ну, давай вот посмотрим, вот взорвется пукан или нет. Ну, бомбанет чисто. Пердак или не бомбанет. Да, ну, на мужика давай, что ты очканул, нет? Это гениально, это можно новый ролик снимать, да. На, попей, на, что ты боишься? Пей. Какой-то алкоголь, не водка, только, Я понимаешь? говорю, хочешь ты выпей? Я могу выпить? Масло. Можешь выпить? Давай. А масло. Смертельный трюк. Посмотрим, через несколько дней отравишься, нет. Ничего не будет. А можете еще вот здесь вот молочный, кефир? Давайте Где, давай, покажи. где. Вот, кефир. Во-во-во-во! С квасом поехали. Потом будет... Вулкан, жерло открыться может, да. Просроченный будешь? Давайте. Вам продали его? Какая разница? Мы его нашли на Разница прилавке. большая. Нет, смотри, Это разницы другое. никакой нет. Это реализация, факт реализации. Я понимаю, что общаться нет смысла, Ты не но тем не ругайся. менее. Без мата. Хорошо? А я не ругался. Так воспитали.
его. Какая разница? Мы его нашли на Разница прилавке. большая. Нет, смотри, разницы никакой нет. Это реализация, факт реализации. Я понимаю, что общаться нет смысла, но тем не менее. Без мата. Хорошо? А я не ругался. Так воспитали. Чё? Реализация слова мат? Ты, говорит, не ругайся, но тебя оскорблять я буду. Достойно. Кстати, перешел первый на оскорбление. Я ругался? Да. Слушай, не тебе, На превью не тебе пойдет. говорит про воспитание. 40-летний или 50-летний лоб мне что-то говорит, обзывает меня. Ты про воспитание мне будешь говорить Посмотри, серьезно? пожалуйста. Я Нет, ты сейчас на смотрю. себя, нет ты. посмотри. А вот ты на Адекватный, себя. грамотный Нет, человек, вот ты который на себя. Нет, вот ты на себя. Нет ты, нет ты, нет я, нет ты. И ты каждый раз одно и то же. Нет ты, нет ты, нет, нет ты, нет ты. Ты, Крол, нет ты. Травит Ты у нас- людей, которые не вредит здоровью других людей, понимаешь? А кто-нибудь травится здесь? Конечно. А кто? Посмотри отзывы о своем магазине. Какой отзыв? На Это Яндекс.Картах. такие же клоуны, как ты пишешь, А, понимаешь, все, кто у тебя находит просрочку, это клоуны. Мы еще подложим. Это да, что у нас? До апреля просто просрочено. Крупно написано. 29 апреля. Одна дверь. Ну и что? Ну и что? Ну и признать же, ну признать нельзя ошибку. Пацаны, давайте все, сейчас уберем и все. Все, разговор закончен. 2 минуты времени, 1000 рублей для магазина убыток. Плюс карма, плюс все. Нет, буду стоять оскорблять и усираться. Ну ладно. Вам, подождите, вам это продали? А надо купить, давайте я куплю. Я вам не продам его. А мне уже просто продали. Все, мы что вам никто не что Все. Ладно, с этим циркачом общаться нет смысла, можешь гулять. А, ну все, это вы гуляете. Не-не-не-не-не-не. Кто-то сейчас скажет, что он сам провоцирует. Нет, он не провоцирует. Он, ну, он его несколько раз назвал клоуном. Ну, а зачем с ним разговаривать? Ну и все, иди гуляй, иди отдыхай, все. Правильно он сказал. Ты можешь гулять. Да мне без разницы, что ты говоришь. Всё. Смотри, ты кто в этом магазине? Чтобы меня выгонять. Я перед тобой должен отчитываться, что ли? Да. Если ты не говоришь, что я должен выйти, ты должен быть директором или еще кем-то. Да, задымление у нас как, понимаешь? А, ну все, до свидания. Иди туши. Быстрее тушить задымление. Выходи на улицу. Хорошо? Смотри, можешь ты выйти. Цирк работает, в цирке, хорошо? Не, я под хлопритоном хожу и с такими общаюсь. Не бойся, я тебя бить не буду. Да, естественно, ты на 3 камеры не Да, будешь я- бить. Я тебя, говорит, бить не буду. Я очень люблю разные вот эти вот телеграм-каналы. Очень мне нравятся. Я, знаете, открываю, там разные там, вот КБ тут давеча, вот там смотришь, там еще какие-нибудь, ну всякие разные там. Да, смотришь, я телевизор-то перестал смотреть, ну так вот. Давно уже, да, не смотрю. А вот эти вот всякие телеграм, да, вот спать ложишься, там листаешь. И там вот каждый раз вот такой же. Я вашу это Вася всех потом. Ай. Здравствуйте всем, меня зовут так-то, так-то. Я извиняюсь, пожалуйста, не надо. Я всегда время засекаю. Таймер, да. Я и так понимаю Я это. слабых не бью. Да ладно, не вытащишь просто, не Я вытянешь. слабых не бью. Отвечаешь? Да. Спортзал рядом. Видишь, ты такой мужик. Зачем мне на тебя время тратить? Нет, подожди, я спортивной стрельбой занимаюсь. Я отвечаю, пойдем в тир. Ну, встанем друг напротив друга, возьмем травматы и все. И при закрытой кабуре кто первый стрельнет. А что? Нет, подожди. Ты говоришь, спортзал рядом. Ну хорошо. Ну, тир тоже как бы недалеко. Ну, можно копья. Копья у меня знакомые есть, там, конюшня. У них своя большая, это Добромыслие называется. Вот недалеко, где дома строим. Ну и что? Вот там можно тут дуэль, да, турнир рыцарский устроить. А что? Доспехи я достану, у нас реконструкторы, уважаемые люди, нас смотрят. Да, доспехи, это дудки. Да. Я напоминаю, это все ради того, чтобы просрочку из магазина не убрать, да. Ну да, и что? А что? Ну и его, а я вот так вот вижу, да, я рыцарь в душе. Пойдем Смотри. оденем борцовку, трико. Давай, Будем с собой как давай. хочешь бороться. 1 000 000 рублей. Окей, let's go. Я осуждаю все здесь. И я с тобой иду. Кто не идет, не мужик. 1 000 000 рублей. Я не могу, это потрясающе. Это гениально. Я не знаю. Рублей я с тобой иду. Что будем делать? Бороться или драться? Да, бороться. 1 000 000 рублей с тобой иду. Дай руку. Все, 1 000 000 рублей с тобой иду. Ребята, давайте. Разбивай. Давай.
Фарид, Давай. все, Миллион когда, на кассу когда, положить. прямо сейчас пойдем. 1 000 000 рублей клади, пойдем. А у тебя есть 1 000 000 рублей? Нет, Ну, этот сказал свои условия, этот сказал свои условия. Спор разбили. ты кладешь. Подожди. Чтобы мне свое время на тебя потратить, мне нужен 1 000 000. Если ты выиграешь, возьмешь 1 000 000 рублей. Нет, А чтобы как? мне на тебя свое время потратить, мне нужно 1 000 000 сначала заплатить. Мне зачем на тебя время тратить? На клоунов время тратить, Ты у серьезно? нас клоун. Хорошо, все. По твоему мнению так. клоун, да. Мне это, понимаешь, время не надо на тебя тратить. Ты мне не хорошо. интересен. Все правильно говорит. Типа, ну, это как так работает? Ну, типа, смотри, я зарамсился с каким-нибудь типом, говорю, слушай, давай МКАД перебежим с закрытыми глазами, если не мужик. МКАД возьми по диагонали, бахни. Я тебя завяжу, глаза перебеги. Если откажешься, не мужик. Ну, это вот примерно то же самое. Давай, ты первый, на мужика. Заднюю дал, заднюю не надо включать. Давай, по диагонали в МКАД. 6 полос в одну сторону, 6 в другую. Всего 12, да. В Химках там еще по 3 уходит в разные стороны. А что? А что? Ну ничего, не мужик, что ли? Ой, господи. Стой здесь, давай сам только, хорошо? Топик, дай ключ, пожалуйста. Топик. Так ты пришел сюда, не я пришел. Когда милиция приедет, Ой. тогда откроем, хорошо? Вкусненько. Нет, ты закрывать нас не будешь. Я закрою. Нет, не закроешь. Спорим? Нет, закрою. Спорим, не закроешь? Давай, вызывай милицию. Какие клоуны? Да будет свет. Здесь не надо. Да мы разберем, что нам надо. Ты хозяин, что ли? Здесь не понимаю. А вы? А ты А кто ты? здесь? А ты? Выходите на улицу. Закрывайте. Выходи на улицу. Я тебе также буду видеть, как обычный покупатель. Выходи на улицу. Меня закрывать здесь не надо. Выходите на улицу. Выходи. Я жду. Магазин закрыто. Время работы магазина до 10 вечера. И я здесь буду стоять до 10 вечера, понимаешь? Друг мой. Я тебе не друг. Лучше так не делай. Хорошо? Выходи на улицу, давай. Все. Руками не трогай. Выходи. Давай на улицу, выходите. Выходи. Утром встаешь перед зеркалом, стой, пожалуйста, на себе смотри, пожалуйста. Чем ты занимаешься? Смотри, я занимаюсь ты правильным занимаешься? делом. Убираю просроченный товар, чтобы люди не травились. Ты чем занимаешься? Вот этот не вопрос. переживай. Зарабатываешь деньги. Кто? Ты. Магазин вот этот. Директор магазина. Я не знаю, кто ты тут. Да. Зарабатывая деньги, Ну, он даже не представился, я не знаю, кто это. Просто левый тип. Не стой. С чего бы магазин. При этом продавая просрочку, продавая некачественный товар и, возможно, травя своих соседей. Людям не хватает доброты. Доброты и больших штрафов. Да, знаете, чтобы добро, оно лилось... вот какие-то все злые в последнее время. Знаете, вот что-то вот все сразу выходи, не заходи. А вот мне кажется, что люди должны быть добрыми по отношению друг к другу. Ну, все равно, ну, как-то, ну, надо, ну, нельзя такими быть. Ну, нельзя, ну, плохо это. Плохо. Понимаете, да. Поэтому не знаю. Прям вот смотришь, и вот тут мне такое не нравится. Он продал. А вот кассир только что. Я купил, да. Что купили? Просрочку. Какую? Да, чек нужен. Опять усандолился в маргарин. Спасибо большое. Кто вам продал? А вот кассир только что. Вот. А как вы... У меня видео есть. А почему там, говорит, посылочка есть? Все, вызывайте милицию, проводим милицию. хорошо? Да, мы ждем и так ее. Да, пожалуйста. Вот, хотя рядом, так рядом. Все, сдулся. Что происходит вообще? Чтоб скучно не было, приехали клоуны. Нас поразвлекать. Думаешь, это поможет? Да, мне ничего не поможет. Мне все равно поможет. Ты не толкайся, слушай. Я не толкаюсь, Убери. стою. Да, мне ничего не поможет. Мне все равно поможет. Ты не толкайся, слушай. Провокатор. Не толкайся, а? Мужской поступок. Достойно. Да, мне ничего не поможет. Мне все равно поможет. Ты не толкайся, слушай. Я не толкаюсь, Убери. стою. Да, мне ничего не поможет. Мне все равно поможет. Ты не толкайся, слушай. Я не толкаюсь, Убери. стою. Ты не толкайся, слушай. Осуждаю. Я не толкаюсь, Убери стою. свой телефон нахер отсюда. Вы уберись из Всё, магазина. выходи. Это мой магазин вообще. Выходи Руками на улицу, не давай. трогай меня. Выходи на улицу. Руками. Можешь ты выйти руками, не надо людей Выходите трогать. на улицу, говорят вам. Тебе надо, ты Свет не выходи. трогай. Кто мне говорит? Ты? Свет не Я трогай. тебя не уважаю, чтобы тебя слушать. Тогда все. Все, тогда до свидания. Ты кто такой? Давай, до свидания. Выходи на улицу.
говорят, задымляют на складе. Выходите на улицу, все. Да мне без разницы, что ты говоришь. Задымление Твое на слово складе. ничего не стоит. А что он хотел доказать тем, что он это выпил? Вот я козленочек, я То, что он парашник и пьет просрочку, вот что он хотел доказать. Я не знаю, что Я они тоже думают, не на самом понял, для деле. чего он Они, наверное, просрочку думают, что выпил. полиция придет и выгонит нас. Ну, типа, наверное, показать то, что ничего не случится. Ну, молочку возьми, просрочку выпей. На недельку, если оно просроченное. Нормально, в принципе. И там ты что потерял? Просрочку Магазин ищет. закрыт, а просрочка займется, ребят, завтра. Не, мы займемся. Слушай, уберите. В сторону. Что-то какой-то странный мужик. Ты зачем в упор к другому подходишь? Максимальное сближение просто. Руками куда ты имущество людей трогаешь? Пускай не Дядь, снимает. куда Я ты? разберусь Не без снимай. тебя. Ты можешь выйти, если не нравится, что тебя снимают. Пускай не снимает. Ты только что телефон у человека пытался забрать, выхватить пытался. Смотри, сколько камер здесь стоит. Да мне без разницы, сколько здесь камер стоит. Твои эти варианты здесь не катят, понимаешь? Такие Какие варианты? Чё? неадекватные, как ты, катят с Это такими. фильм один адекватный. Хорошо, все, гуляй. Дергаешься? Что ты пришел? Выходите, девчонки, ребята, магазин закрыт. Магазин закрыт. Мы ожидаем. Полиция приедет, магазин Вот мы откроет. ожидаем здесь. Всё, Вы сейчас закроете выходите. магазин и уедете. Не ковыряйся, можете карман себе Я положить, разберусь. А тебе все можно отбивать. Мы тебя не Женщина какая-то. спрашивали. Ты скажи, кто ты в этом магазине, и тогда мы будем общаться с тобой. Пока А ты нам не кто интересен. вообще? Ты кто? Не знаю, что это за женщина. Может быть, с ребятами пришла, первый раз вижу. Покупатель. Там не женщина, по-моему, девушка, что-то я не рассмотрел. Пришел в Ты магазин покупатель, купить. Ты просто клоун. Как? Я Всё. купил у тебя в магазине. Клоун. Для клоуна есть. Но если у тебя все покупатели это клоуны, то Профессию клоуна не оскорбляй. Одна из самых тяжелых в цирке. Ай-яй-яй. хорошо. Да мне без разницы на его мнение, ладно. Если что, магазин закроют. Я считаю так, когда человек не держит свое слово, это не мужчина, я считаю. Когда он обещает, что все исправится и не держит свое слово. Потом я сам вызову полицию. Магазина сын директор. Ты выпил просрочку, ты парашник еще в моих глазах. Мне больше не интересно с тобой общаться. Серьезно. Да иди себе в зеркало, посмотри на тебя, на что ты похож. Вообще странно, с самого начала что-то оскорбляет, зачем-то. По факту здесь сам мужик какой-то ерундой занимается. На Ну не нравится тебе, взял, вызвал наряд, да и все, забрали всех. адекватного, грамотного парня. Жалко новое поколение, клянусь. Это ваше мнение. Да не, пусть говорит, что хочет. Я не понимаю. Что за мужики просрочку убирают? Настоящие мужики травят и не сдерживают свое слово. Молодец, молодец. А ты считаешь, ты мужик, ты не Я не понимаю, ну он сам говорил в том ролике, мы все уберем. Приехали, опять все так же битком. Про какого мужика кто что говорит? Получается, слово не держишь? сдержал свое слово? Красавчик. Ну, конечно, в отличие от тебя. Я же держу свое слово. Я сказал, что вернусь, я вернулся. Через 2 минуты магазин закрыт. Нет, мы ждем полицию. Полиция на улице будет ждать. Нет, мы здесь будем ждать. Не прокатит, я тебе еще раз говорю. Да, я тебе сказал, через 2 минуты магазин Ну вообще на месте административного правонарушения вроде как они могут остаться. закроют. Здесь тут Нет. я не уверен. Магазин работает до 10. А то, мы что ждем полицию, зафиксируем здесь Полиция административное что, правонарушение. У тебя не получится. Хорошо, посмотрим. Да, посмотрим. Давайте позовем дежурку, узнаем, через сколько они приедут. Дежурная часть Юлярский парк, чем могу помочь? Здравствуйте, а вызывали сотрудников полиции в магазин «Наш маркет» на Сеславинскую, 16. Не подскажете, подъедет кто-то, нет? Через 3 минуты они будут у вас. Все, замечательно, О! спасибо, ожидаем. Как всегда вовремя. Как в голливудских фильмах. Я закрою, честно говорю. Выходите, когда Не. я открою. Выходите на улицу, ребята. Не, Магазин закрыт до 10 работает. мы ждем сотрудников. Я понял тебя. Сотрудника ждешь здесь на улице. Выходите. Я здесь жду. Здесь административное правонарушение было Понимаешь, что совершено. магазин закрыт? Ты не понимаешь, что я тебя слушать не буду. Все. Я закрою, я милицию буду вопрос. Скажи ограбление мне. Хорошо, вызывай. Давай, до конца клоун. Не-не-не, закрывать нельзя, дружочек. Людей в магазине это плохая примета. Давай, вызывай. Ограничивать передвижение человека это такое. Скажи, Убери много магазинов. я стою на входе. Ограбление. Слышал, что такое ложный донос? Я милицию буду вопрос. Скажи ограбление мне. Знаешь о таком? Человечек что-то там вызывает кого-то. О, полиция приехала. Добрый. Добрый. Вы обращались, правильно? Что говорите? Я говорю, вы обращались, правильно? Да, я обращался. Что случилось? Приобрели просроченные товары. Да. Зашел мужчина какой-то, начал выключать свет, выхватывать телефон. Как, конкретно какой мужчина? А вот который стоит на телефоне. Я понял. Смотри, пожалуйста, проверь. А у кого? Кто? Мишаня, который стоит? Вот этот вот? Да, вот этот. А у второго кассира регистрации не было. Так, а сам товар, чек. Все имеется, естественно. Вот товар, вот он лежит, товар в корзине. Ну, Чек. то бишь заявление. У вас свое заявление есть или же будете писать сейчас у нас? Я вам сейчас... Просто есть разные организации, так скажем, которые ходят, покупают просроченные товары, то есть, ну, проверяют магазины. Но мы не организация. Я понял, да, вы просто граждане, я понял.
Соответственно, уже есть подготовленные заявления, то есть уже написанные. Смотрите, хорошо бы вызвать сюда либо СОК, либо участкового, поскольку здесь длящееся правонарушение, надо все это фиксировать. Я понял. В данный момент просто участкового сейчас, нет. Дежурный участковый есть какой-то? Нет, у нас таких вот, к сожалению, нет. Я сейчас свяжусь с дежурной частью. Ну, уточните у них. Да, все без проблем, сейчас наберу. Сейчас позвонят в дежурную часть, уточнят. Но, чё ты мне говоришь, что вот они там. Вот! Я тебе еще раз говорю, молодые ребята. Ну, Вера у меня всегда есть, она была на многих рейдах. Я еще раз говорю, ультра адекватные приезжают, ультра адекватные. Это уважение за службу. О, так что если меня слышите, мужики, это молодцы. И главное, без всяких там этих лишних. Чик-чик-чик-чик, все сразу выяснили. Так, ну-ка ты сюда, опа, опа, опа. Что, писать будем? Да, будем, все. Чик. Все. Ну, потому что от сотрудников ФПС, по сути, но без лишней они пены. примут заявление, да. Никто у них не допрашивает документы, никто там никого не провоцирует. По факту люди пришли, если видно, что они пришли служить, четко все делать. Все, вопросов нет. Вера есть в чате? Нет? Вера есть, смотрит меня. Верочка, солнышко, прекрасно выглядишь. Ну, И они уедут. хотя бы не дадут, потому что они хотят вообще закрыть магазин, тебя закрыть в этом магазине. А при полиции, при ППС, я думаю, они такое чудить не будут. Там мне без разницы, что он хочет, слушай. Мне важно, чтобы просрочки не было, чтобы люди не травились. Нет, скажи правильно, просмотр нужно. Хорошо. Тебе же надо деньги зарабатывать, ты же не хочешь А вам не пойти, надо? как нормально работать. А вы зарабатываете Ты же на хочешь- просрочке. Кто Торгуете вам просрочкой. сказал? Кто вам Ну а сказал? как? Вы же А у продаете. кого, подожди, у кого спрашивать, как нормально работать? У тебя? Кто парашей торгует и людей травит? О, привет всем из Бургер Кинга. Он, уважаемые люди, смотрят, да? Ой, молодец. Здравствуй, мой хороший, здравствуй. Всем сотрудникам Бургер Кинга тоже большой привет. KFC, да, там много их разных. Молодцы, очень мне нравится, да, очень. Всем ребята, вот, смотрят, он прям на стриме сидит, улыбается, щекастенький мой хороший. Да, быстро очень. Да, здравствуйте, ребята, здравствуйте. И этому уважаемому человеку, кто меня с сынишкой смотрит, вот с такой плямбой, вот такая звезда, вот такая. Да, тоже здравствуйте. Здравствуйте. И забыл поздороваться, согрешил. Вы же продали себе просрочку? Вы продали? Да. Нет, конечно, в прошлый раз продавали В просрочку. прошлый раз. Бывает, так человек не успевает следить. Ну зарабатывайте что-то на дальше? просрочке, я говорю. Там же что такое, ни табака, ни... Только что газовал, все клоуны, всех выгонял, терся что-то, подходил. Все, сейчас стоит договаривается со всеми. Зачем? Ну зачем это все? Водки, ни Кефир вино. там. Вино? Вы думаете, у водки есть срок годности? Я не пью, не курю, поэтому не знаю. Понятно. Человечка опять спрашивает документы. Ну в прошлый раз у меня не было регистрации. Может сейчас появилась, не знаю. Ну, Если у него второй раз нет регистрации, я просто стоя поаплодирую. скорее всего, если человек работает, продолжает. Смотрите, связался с дежурной частью, сейчас будут принимать решение, кто сюда приедет. Угу. Вот. Ну, соответственно, ждем пока что. Уважаемый, скажите, пожалуйста, магазин до 10 работает. Так, Мы должны здесь, закрывать. здесь совершено правонарушение. Ну, если надо будет, мы не стоим. Разве? Ну, конечно. А какое правонарушение? Там просрочка. Ну, хорошо. Для этого есть специальные органы. Можем Ну, позвонить. хорошо, Роспотребнадзор. мы ждем сейчас в данный Роспотребнадзор. момент. Нет, мы сейчас в данный момент ждем полномоченное лицо, кто будет заниматься, составлять материалы, соответственно. Меня услышали. Меня оттуда кто-то услышал. Не знаю откуда, оттуда или оттуда, но кто-то услышал. 100%. В комментариях обязательно максимальная поддержка таких сотрудников. Обязательно. Они все читают. Они читают, да. Это мы там где-то потом пересекаемся во время рейдов по этим же вот участкам, как в Химках, еще что-то. Они все там фиксируются, да. Так что это? Вот, все, главное все четко, без лишних вот этих вот. Четко. Сейчас ждем, тут, здесь. Вот это мне такое нравится. Все. Чтобы потом эти материалы передать в Они Роспотребнадзор. могут на улице подождать, там может, там что-то воруют, не воруют. Нет. Почему? Ну, а кто хозяин магазина? Я Ну, хозяин ответственный, магазина. правильно? Я Зайдите хозяин. в магазин, стойте там. и Я не смотрите. хочу следить там, что они там делают. Пускай выходят на улицу, зачем там стоят? А как вы Люди подтвердите, что вы хозяин магазина? У вас доверенность есть? Ну, кому надо покажу, только не тебе. Все Я хорошо. клоуном ничего не показываю. Тогда мы будем здесь стоять. У тебя не получится. Хорошо, посмотрим. Да, посмотрим. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Есть сотрудник, могу показать сотрудника. Опа. Ребят, смотрите, макароны просроченные до 23-го года. Макароны, До макароны марта с 23-го кетчупом, года. с кетчупом. Ну ты складывай все в корзинку в эту. Сейчас приедет Год. сотрудник и будет все Больше оформлять. года. Все равно. Скажите, Так. сыр, я так понимаю,
который вы говорили, что якобы регистрация будет, правильно? Да. Регистрация в курсе, да, то, что кончилось. Сегодня 14, кончилось 6. Новый нет, правильно? Мы сейчас только что проверили по базе, у нее регистрация есть. Не было в тот раз, я говорю. Я понял, Сделал? понял. Я же не говорю, что сейчас. Сейчас в данный момент проверили, все у него есть в базе. Но в любом случае он с нами пока что. От 28.10.22 срок годности 12 месяцев. Как? Я не пойму, это откуда-то посланные, я тебе серьезно говорю. Откуда-то там кто-то что-то случилось. По базе проверили. По базе, понимаешь? Я тебе говорю, как из другого измерения. Понимаешь? О, 22 год, 12 месяцев. Все как мы любим. До октября 23-го. Сильно. Нормально. Скажите мне, пожалуйста, ругаться, применять грубую силу, зайдите, пожалуйста, в магазин, будем все там стоять, я говорю, хорошо? Вы были за кассой, вы продали товар, будьте добры, пройдите за кассу, ну либо хотя бы в магазин. Где же магазин? Это, оказывается, хозяин магазина. Ну, Вот мы и выяснили. он в прошлый раз больше всех кричал. Выходите из магазина. Как усандолиться Полицейский в маргарин. сам просит хозяина магазина, чтобы он присутствовал в магазине, чтобы потом не было никаких... Парни, на будущее вот этого лучше не делать. Я не буду сейчас пояснять, что. Вообще абсолютно бессмысленно. Вообще вот что вот кто не скажет, вообще без толку. Что со стороны сотрудников, что со стороны людей, кто прям конкретно накосипорили. Лучше не надо. Ну, вы поняли, о чем речь. Очень плохая примета, можно вообще прям усандолиться вообще очень серьезно. Просто правда, за справедливость, не более того. Если изначально все по-человечески, я только топлю всегда, чтобы ролик вообще это не выходил. Вот, над людьми оставаться. А когда начинается там ты, нет, я, нет, мы, ну это все. Таких проблем у нас же. Потому что они могут напридумывать все, что угодно. Ну я друг владелец, я честно отношения не имею. Бумага просрочена? Много, уже 2 корзины битком. До 23-го года товар. Сейчас дежурный оперуполномоченный сюда приедет, ну, соответственно, будет уже заниматься. С хозяином магазина я пообщался, он сказал, что здесь ведется видеосъемка, поэтому он не переживает, что если здесь что-то вдруг пропадет, как он... Замечательно. Как он до этого говорил. Просто за 3 минуты до вашего приезда он сказал, я сейчас заявлю о грабеже. Его право. В заявлении есть 306 статья, под которой он подписывается. Поэтому, если он хочет, пускай заявляет. У них время до 10. Экономия. Да ладно, они раньше выключили. На полчаса можно продлить. А мы как только пришли, они сразу выключили. Мы зашли и все сразу. Магазин закрывается после команды по телефону. Причем они в наглую, ребят, я думаю, вы помните из видео, они в наглую просто убрали при нас, и потом сразу же, когда мы ушли, походу выставили. Ни документов, ничего нет. До 10 февраля. Лимонадик. Летом вот так на шашлычки поехали, купили. До сентября 2023 года. Здрасте. О! Вот тут вот сейчас готов опять на партнера сейчас на нашего зайти, на оранжевого. Но вот 500%, что это торпеда. Кто меня давно смотрит, знает, что такое пожилая торпеда. Это когда, они вот врываются и начинают вот это по наводке пенить, понимаешь? Когда звонят, говорят, слушай, там пивандепола и можно чекунчик, и ерша можно сделать. Они говорят, да, что надо, и поехали. Вот как в том выпуске то же самое было. Вот такой. А что здесь творится, а? Я здесь все видел. Я был здесь, в банане сидел. В бананах. Да, он улыбается, смотри. Терапевтический парк. Активный житель. Хотелось бы узнать, откуда. Активный житель. Ладно. Из России. Нет, канал какой вас уже снимаете? Артем Вульф, YouTube-канал. Сюда причина, с какой целью? Ты кто? Житель. Иди посещай магазин. Магазин закрыт. Срочные товары. Просто что у вас еще есть постановление, что вы имеете право снимать. Нам не нужно никакое постановление. Нет, да, это считается это неправильно. Дальше все. Дальше диалог. Даже не вижу смысла вообще, в принципе, поддерживать. Потому что это, я вам говорил, вот на платке недавно ехал, лося видел. Маленького лосенка еще без рогов. Стоит в этот металлический забор этот уперся, и, который ограждает от трассы. И вот он стоит куда-то вдаль, смотрит, вот этот взгляд, он пустой такой.
Вот то же самое примерно это. Это вообще, бестолковый разговор, вообще ни о чемный просто. В канун 9 мая, вот вы снимаете... Да что ты, черт побери, такое несешь? Причем здесь 9 мая? Мы в Новый год приходили. Мы помогаем. Вот именно, я считаю неправильно в канун такого праздника травить людей. Я согласен. Травить, вы сказать, значит, нужно вызывать телеканал «Россия», 24, Москва. Вызовите, пожалуйста. О! Я ж хрюкнул. Вот он, мой хороший. Вот она. Да, люби. Какая дурка. Меня куда это пакуете? Вот он. Но я не сомневался даже. Но это понятно. Это... Вызовите их, давайте мы подождем. Да. Мы просто контактов не знаем. Почему у вас нет? Мы просто простые покупатели. Ну давайте не будем хитничать. Мы не хидничаем. Я просто пришел к вам, как человек взрослый. Если вы считаете, что простой штраф, значит, должны быть понятые. А вот снимать вот просто так вы не имеете права. Должны быть у нас надзирающие органы, прокурорский надзор. Хорошо. Это звучит как тост. Надзор, управа в Юрский парк. Почему пришли снимать все? Вот именно вот сейчас люди вот при исполнении обязанностей, милиция. Мы что имеем право прийти? Ну как вы имеете право, когда нужно магазин закрыть? Если даже если, например, просрочено... Как вы имеете право, если уже магазин закрыт? А что ты делаешь в закрытом магазине? Штирлиц никогда не был еще так близок к провалу. Ты же работал. Подождите секундочку, вы пришли во сколько? Смотри. Во-первых, вы мне даже снимаете, я вам не разрешал снимать. Смотрите, если вас не устраивает что-то, вы можете написать заявление, вот сотрудники полиции. Мне не надо писать. Вы можете подать в суд. Подождите, это не надо мне сейчас меня... Нам не интересно более с вами общаться, вести диалог. И я имею право задать вопрос. Все, нам не интересно с вами общаться. А вы зачем сюда пришли? Все. Вы зачем сюда пришли? Хорошо, вызывайте всех, кого надо. Снимайте всех, кого надо. Сейчас Россия 24. Депутаты Государственной Думы, Попов наш Евгений Петров. Да не важно. Евгений Иванович. На плакате увидел, не запомнил. Ребят, если все-таки есть нарушение, значит нужно подключать силовые структуры. Согласен? Подключите. Артем, у тебя есть телефон 102? У тебя справа и слева стоит сотрудник, сумасшедший справа и слева, у тебя их два, они стоят, чокнутый. Ты понимаешь, нет, они вызваны уже сюда. Россия 24. Есть телефон 102? Силовых структур. Я вот вызвал 102. Тут 103 надо, тут 103, тут специализированная помощь нужна, узконаправленная. Роспотребнадзор. Все, кого надо. Префектура, управа. Мужчина. Я не мужчина, я мужчина уже 50. Так, дело обретает новый поворот. Сразу говорю, что мы, весь канал Hardplay, ваши вот эти вот наклонности, мы их вообще никогда не поддерживали, не поддерживаем. И давайте-ка вы не здесь нам тут про вот это вот рассказывайте, да. А то знаем мы таких, да. Мужчина, а потом вон в красных ходят этих, да, куртках, да. Давай без этого, ну его. Я не мужчина. Ну, как хотите, я не знаю вас, как девушка, дедушка, мальчик, я не знаю, как вас... Хорошо, пусть буду я таким для вас. Что вы хотите? Вот вы сейчас снимаете. Вы не понимаете, как это устроено, видимо. Роспотребнадзор сюда не приедет. Телеканал? Попробуйте вызовите хоть раз его. Вот вы вызовите их сюда. А ты возьми, а ты купи слона. Знаю, что они приедут. А покажите лицензию, что вот вы имеете право Ой, снимать. как Покажите тяжело. лицензию. Ладно, в принципе, человек меня назвал девушкой, у меня к такому человеку уважения нет, поэтому с ним общаться я не вижу смысла. Оскорблять я как-то не собираюсь человека, но и общаться с ним... Вы не назвали девушку. Вы сказали, вы не мужчина. Я не мужчина. Вот, уважаемый человек меня давно смотрит, вот, называется Клинский диспансер. Снова мои персонажи опять сбежали. Ну, надо внимательнее за своими смотреть. Чё ты начинаешь-то? Ну, надо внимательно смотреть. Виу. 50 лет мужчина уже. Ну и что? Вы от этого мужчины перестаете быть? Дайте секундочку. 50 лет я мужчина. И дальше я остаюсь мужчиной. Я не мужчина. А вы как? Вы сказали, я не мужчина до этого. Давайте не хитничать. Давайте будем. Удовольствие получаете? Снимайте, пожалуйста. Но если вам это нравится удовольствие получать и снимать, а что ж у вас камер нет, вы на телефон снимаете? Вы можете скинуть донат 300 тысяч, мы купим камеру профессиональную. Будем снимать на камеру, а не на телефон. Предприниматели здесь стоят. Что, они так будут стоять? Мы здесь. Не, ну и что, они будут так снимать? Сейчас вот группа приедет, и будем разбираться. Ну надо разбираться тогда, потому что так не должно быть. Не надо мне вот эти конфликты. Ну я сейчас выйду через 112 по Москве.
Почему здесь такое происходит? Ну вы даже как-то немножко усилить. Человек понимает, почему это снимается все вот это нелегально, нелегитимно. Гонщик нелегальный. Нелегитимно. Чё, откуда ты этих слов? По телевизору насмотрелся? Какой не, что он снимает нелегитимно? Что ты несешь? Что это вообще, как это генерируется в твоей голове? Ну вы исполнительная власть. Вы сейчас звоните на 112 через глав по Москве. Если даже они снимают... Туда столько названивает. У нас там ребята, подписчики, говорят, кого там только не звонит. И Наполеон, и Бонапарт, и кто туда только не названивает. Что туда только не говорят. В приемную к самому кто только не приходит. Да, и с инопланетянами здороваются. И что там только... Там ничем не удивить, родной. Там ничем. Туда все стекаются. Все, отовсюду все стекаются, да. У меня Леха, товарищ кореш, вот он тоже там пару раз вот с такими пересекался, да, он говорит, ну эти-то да, но нет, но раньше-то, да сейчас. Да, потом это, да, ну, короче, вы поняли, не надо пенить, не надо. Это их даже разрешение снимать на это. Когда? Когда имеет право снимать? Частная лавочка? На телефон? Ну, она же общественная. Общественный предприниматель позвонил сейчас и сказал, что где-то... А теперь слушайте еще раз внимательно. Общественный предприниматель позвонил сейчас и сказал, что где-то... Я правильно понимаю, что это торпеда, которую директор запустил? Это метод этой выпякции, этой пупякции, этой индукции, дедукции, вот дедукции метод. Ты понял, нет? Пожилая торпеда, 54 года. И вот признался сам. Мне, говорит, этот позвонил, на свежий воздух, видать, вышел, и пошло туда, кислород попал и выдал. Мне, говорит, этот позвонил и говорит, а что это там? Вот зашла ставка, я вам говорил. Я говорил, надо было ставить, да. Пустил, так как сам не смог нас выгнать. Ну сняли, все, значит закрывать. Кого будет составлять всю документацию, изымать товар и дальше уже разбираться. Сейчас они снимают правонарушение. Уверен, что правонарушение есть? Не, можно сказать вопрос? Если они даже это снимают, правонарушение, почему они кассовый чек не предоставят туда, куда надо? Они снимают, пусть снимают, но они доказать должны факт. Я как сотрудник ФСБ, я не уполномочен. Вы со мной согласны, что 9 мая, даже если есть нарушение, нужно закрыть, нет, через 2 часа 9 мая. Это завтра будет. Ну вот видите, как хорошо снимают, ну удовольствие получаете, но нормально люди могли вызвать телеканал «Россия». 24. А Учитель. Они же имеют право снимать именно в такое время. Я давно такого не встречал. Он закрылся. Ну пусть закрывает, когда закрывают. Они начали снимать до того, как он закрылся. Соответственно, они могли сюда попасть, как обычные граждане. Хорошо, они купили что-нибудь? Конечно. Что они купили? Если они купили, я извиняюсь. Они купили. Давайте, если мы сейчас покажем, что мы купили просроченный товар, вы извинитесь, верно? Хорошо. Максим, покажи, пожалуйста. Вот надо показать, что вы купили просроченный Давай. До 29 марта 2024 года. Так, это один товар. Так, вот мы его купили. Вот чек. Сеславинская, 16, корпус 1. Извините, пожалуйста. Во сколько купил? У меня рыбки даже все на тебя выплыли, вон, посмотреть. Смотри, карась какой он плывет, вон. На тебя, понимаешь, на торпеду, ну ты чего? Все, конец. Вот вы эту бутылочку только купили, да? В 21:21, когда магазин еще работал. Я думаю, я знаю, какая превью будет. Я очень прошу, Русмидусу передайте, я хочу... Можно вот так вот, чтобы на превью стояло? Это очень важно. Можно даже без меня. Здесь просто, ну, это лучшее. Это очень нужно. Вот прям вот. Вот они, глаза. Понимаете? Я говорю, какой этого, в который стоял. Он 3 километра, я говорю, по болоту прошел. Уперся в забор и стоит, думает, что дальше делать. Он греб там, еле догреб до этого забора. Вот то же самое. Вот он тоже пришел. И не понимает, что дальше делать. Он уперся и все. В чек в этот. Так. Ой.
Вот и Ну, надо все. было с этого начать, когда? Так мы и сказали сразу Вы не просрочка. сказали, вы сказали просроченные продукты, Да. а не продукт. Не продукт. А это все тоже просрочено. Вот эти две корзины, они тоже просрочены. Ну, когда, извините, ну, конечно, вообще, я здесь живу, и я знаю. Не, во-первых, я здесь уже не покупаю давно. Еще один последний вопрос. Если даже вот вы выпили, вот, Так. допустим, Так. и вы отравились, когда здесь уже УК, вы же не попробовали? Да, это пока КОАП. А что говорите? КОАП пока, административка. Вот. Значит, выходит дело, нужно все равно было куда сообщить? На горячую линию. Да, если они не приезжают, просто потребно. Так а зачем полиция передаст им Ну, документы? полиция, вы уверены, что передаст? Конечно. Мы уже третий год этим Как вас занимаемся. зовут, если- Артем. Вы откуда, если не секрет? Из Тулы. У меня джип в Москве. Я сказал, стартуем. Да я опять все пропустил. Ну что ж такое, а? Ну что ж такое? Ну когда уже Артем... Ребят, напишите ему в комментариях, где наши с ним выпуски. Ну где? Ну и там вообще песня. Там монтировать, не перемонтировать. Да, там съездили давеча. Если бы я не заболел, сейчас бы уже еще один заход был. Те ролики стоят. Там вообще нормально. Нет, я имею в виду, вот вы представляете вот этого свою общественную активную позицию, как Просто покупатель. Мы были уже, они... Я думаю, что вы просто целенаправлены только на этот магазин, потому что у нас Нет. помимо магазина у нас Магнолия, согласитесь со мной, у нас есть в районе дофига магазинов. В Магнолии Даже- нет такого количества Я просрочки. образно говорю. Еще лучше, если вы хотите, чтобы было очень хорошее, у вас эффективно вот эта активная ваша позиция, значит, нужно подключать еще силовые не такие структуры, а федеральный канал. Москва 24. Смотрите, Москва 24 придет, Да. снимет это все, уйдет. На Где, Москва 24. где гарантия, что они выставят это обратно? Вот, Я вот не это вот. гарантирую. Вот. А сотрудник полиции, когда он изымает товар, он изымает товар у магазина. То есть магазин чисто физически не сможет его выставить. Я извиняюсь еще раз. Хорошо, Еще всё. раз вам сказать. Достаточно. Дядь Паша извиняется, уважаемый Артем. Но самое главное, я Тёмыч, ты как хочешь, я вот к тебе обращаюсь путем вот этих вот голубых экранов, или не очень осуждаем, да, экраны. Значит, дорогой, нам не хватает, да, позволь за слово нам, не хватает в нашей команде прекрасно вот такого человека. Я тебе серьезно говорю, это дядя Паша. Хочешь, я петицию где-нибудь составлю под своим роликом, мы протопим за дядя Пашу. Мы будем его брать везде, это будет вообще просто, это... Можно даже ничего не делать. Можно просто его запускать торпедой и все. Можно ничего, вообще ничего больше не делать. Да, вообще ни нервы не трепать, ничего. Дядя Паша, он зарешает, он сделает все сам. Потому что, ну, там Россия 54 сразу приедет. вам советовал бы вот дождаться и быстро уже ясна картина. Вам лучше уже наслаждаться тому, что завтра большой праздник. Ладно, здоровья вам. До свидания, взаимно. Знаете, я сегодня преисполнился, я сегодня не спорю, не ругаю. Вот я сказал, просто пытался, присутствие. даже видите, даже к самому сложному человеку можно найти подход. Я просто сказал, если действительно нарушение, потому что я сказал присутствие по закону, все должны, если это действительно так. Но если только целенаправленно сюда пришли, вот именно ваш магазин, значит будем по-другому разговаривать, тогда это будет по-другому. А если вот действительно факты есть, значит пусть Роспотребнадзор принимает меры. А вот представляешь, сотрудникам полиции постоянно приходится с такими общаться людьми. На, угостись. Так, мороженое наш активист дает. Мороженое до 08.23. Просроченное почти на год. Ну и вот еще на месяц просроченное. Но по сравнению с годом как будто бы ерунда. Как будто бы даже и... Кстати, мороженое очень часто попадается просроченное. Будьте аккуратны и внимательны. Сейчас это особо актуально. Сейчас жара начинается. Ребят, смотрите аккуратнее. Ну, особо понятно, что не траванешься, но аккуратно, аккуратно. Может на год даже быть просроченное мороженое. Смотрите. Да. Можитель и мороженое. Вот эти два продукта очень внимательно смотрите. Да, сникерсы тоже еще очень часто, да. Ребят, и вот такая у нас уже корзина, 2 корзины битком. У нас просто есть тоже новосибирская торпеда, которая шарится по магазинам Новосибирска, короче, и все везде смотрит. То есть он внимательно наблюдает, понимаете, за просрочкой. Да, и не ровен час еще и до Новосиба доедем. Посмотрим тоже. Просрочки. До 28.11.23 мороженое. Я понял тогда, почему он меня отгонял от мороженого. Просто смотри, какая партия мороженого. К лету самое то. Летом зайдет, вот сколько детей было. Помнишь, когда мы в прошлый раз здесь были? Давайте домой всех. Я и сам люблю гулять. Ну, то есть хозяева магазина, они звонят всем. Они звонят детям, они звонят всем подряд.
летом зайти, мороженое купить себе и так далее. Ребята, просто посмотрите, насколько наша деятельность на самом деле изменила подход и сотрудников магазина, и сотрудников полиции. Как в начале было, когда полиции на нас точно. даже в крупных сетевых магазинах сразу вызывали полицию, отбирали, прятали, воровали просрочку и так далее. И как сейчас происходит? Вы придите в крупный сетевой магазин, они сразу все утилизируют при вас и уберут. Факт, да, Но факт. давайте говорить откровенно, что в большинстве своем это именно наша заслуга, то, что сотрудники магазина начали более адекватно, особенно сетевых крупных магазинов, более адекватно начали реагировать. Ну, вот что прям наша заслуга. Блин, Тёмыч, ну сложно. Вот прям, наверное, нет. Ты знаешь, мне кажется, общественники, вообще общественная деятельность, она послужила катализатором к чему-то, что потом вот пошло. И вот за какое-то время оно выросло во что-то уже очень серьезное. Так что то, что процент вложен огромный, это факт. Потому что совершенно себя по-другому люди ведут. Это везде, абсолютно везде. В крупных сетевых магазинах вообще без вопросов. Все убирается, все утилизируется в любых количествах. Люди выходят, у них есть четкие инструкции администрации, они извиняются там. Крайне редко где-то в сетевых магазинах, вот вы сами видите, даже по выпускам Артема что-то стало попадаться. Не потому что туда боимся идти, да мы просто ходим, ну там нет ничего, там находится, допустим, 3-4 позиции на, я не знаю, там какой-то мега огромнейший там гипермаркет, а не где 3 полки стоит. Поэтому как-то так, поэтому как-то повнимательнее стали смотреть. Плюс то, что еще начали выходить на связь директора, администрация, сети целых. Это очень хорошо, потому что они говорят, мы не знали о том, что творится там, да, или нам не докладывают об этом. А вот эта общественная вся вот эта тема, она пошла то, что все, поехали там. Где-то какой-то магазин переделали, где-то более жесткие эти начали. Это очень приятно, очень приятно. Говорю, как обычный даже житель, вот, что подмосковного, что сейчас уже как бы, да, тоже Зеленоград Москвой считается, московского города. Очень приятно, что все чистенько, опрятненько, и заходишь, и очень приятно все. Все расставлено грамотно, и проходы хорошие сделаны, широкие, и все. Молодцы. Очень красиво. Я очень надеемся, что вообще это все закончится, и все. На замечания касательно просроченного товара. Сотрудники полиции, посмотрите, не запрещают снимать. Грамотные, красивые, адекватные ребята по форме приехали. Все вместе в совокупности. Нет, сотрудникам браво, четко, и экипировка четкая, все четкое. Очень надеюсь, что все-таки, судя, по информации, да, от сотрудников зачастую исходящие, очень часто форму, конечно, приходится ребятам самим покупать. То размеров нет, то на складе какие-то проблемы, то еще что-то. Вот это очень прискорбно. Если бы еще вот на это обратили внимание и все-таки начали, знаете, по полной программе экипировать, потому что, мне кажется, это лишний раз бы тоже стимулировало, и людям было приятно, потому что работают в общественных местах, работают и с грязными, так скажем, да, с какими-то пьяными, еще с какими-то людьми, с опасными людьми в тот же момент. Поэтому я думаю, что все-таки экипировка сотрудников тоже должна быть на высшем уровне, если мы хотим что-то также от них требовать. Поэтому тоже очень надеюсь, что когда-то на это обратят внимание и начнут больше внимания уделять этому. И она будет все лучше и лучше. Потому что вот эти крайние самые куртки, которые вот я сейчас вижу, экипировка вот эта, может быть, конечно, я не знаю, здесь вот мне так попадаются ребята, но все приезжают, у них прям курточки. Я говорю, что как? По одежде. Говорит, вообще бомба. То есть предыдущие были вообще никакие, прям вообще их все хаяли. А вот новые какие-то вот куртки все очень хвалят, говорит, классные, и хорошо ходить в них, и легкие, и стираются хорошо, и цвет, короче, как-то так. Так что все, кто служит, давайте, ребят, держимся. Дает свои плоды. Все эти видео. Мне ребята, которые учатся на сотрудников, скидывали, что им показывают на занятиях мои видео. О чем там говорить? Безусловно, 3 года нашей деятельности не прошли даром. И я думаю, мы в корне изменили подход со стороны ритейлов к покупателям, которые находят у них просроченные товары. Как и изменили в лучшую сторону количество просроченного товара в магазинах. Это действительно становится меньше. В крупных сетях, да, мы не говорим про маленькие такие магазинчики, которые... видимо, зарабатывают, я так думаю, на этом. А в крупных сетях действительно просрочки становятся гораздо 100%. меньше. Вот такие маленькие магазинчики, конечно, пока продолжают нарушать, но и мы продолжаем их посещать и указывать на их нарушения. Или знаешь, как мне понравилось недавно, я видел там видео, ребята пришли и при них просрочку все утилизировали. Они сказали просрочка и утилизировали.
А благодаря кому такой эффект? А благодаря кому такая реакция? Ну вот и подумайте. Когда, конечно, мы 3 года ходим в крупные сети, сначала они с нами судились, теперь они к нам прислушиваются. Когда по судам не получилось выиграть, люди начинают задумываться. Поэтому все меняется, ребят. Я вижу изменения, и когда вы в следующий раз придете в магазин, укажете нарушение, и сотрудники магазина извинятся перед вами и просто все быстро уберут, вряд ли они сами к этому пришли, скажем так. Скорее всего, кто-то им помог. Но хочу добавить, важный даже вот мое личное мнение, это просто мое мнение, то, что важно, никто там вот помог, хотя не нужно про это забывать, Артем абсолютно прав, а важно, что к этому пришли, вот это очень важно. Так что не бойтесь указывать на недостатки магазина, приносите, показывайте, рассказывайте, не хотите ругаться, просто скажите, ребята, у вас там вот там то-то, 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 то есть, когда видно, что уже там, ну, просто просмотрели, но бывает, ладно. Когда уже похабно начинают магазин себя вести, тогда уже можно как бы и, да, написать нам. Там, да, мы таких любим. Не буду указывать пальцем, кто именно, покажу всей пятерней. И да, ребят, напоминаю, что если вы хотите поддержать наш канал, если вам нравится то, что делаем я и моя команда, вы можете сделать это, оформив подписочку на Boosty, либо на Патреоне. Boosty для карт РФ, Patreon для зарубежных карт. Оформив спонсорскую подписку. У меня, конечно, Патреона нет, хотя надо бы, да. Но вот там в описании, вот также вот ссылочка, самые первые, да, там тоже Boosty, там 100 рублей, да, все, там архив аниме, разных фильмов, мы все смотрим, мы же с тобой не только видео записываем. Ну да, там можно, да, подписаться. В месяц, да, 100 рублей все. Подписку всего лишь даже за 200 рублей. Была бы кепка, поблагодарил бы. 200 рублей. Чуть Сколько? больше чипсов Лейс. Вот мы сейчас в магазине смотрели, чипсы уже стоят большая пачка. У меня 100. Демпингуем цены. Лейс 180 рублей. Просто оформив эту подписку, вы очень сильно поддержите канал. Плюс получите доступ ко всем записям стримов. А если вы оформите подписку за 500 рублей, то вы получите доступ к эксклюзивному контенту, которого нет и не будет на ютубе. Эксклюзивные видео. Открываешь сейчас? Ну да. Не будь оплачу. Желания такого нет. Это кто? Да, полиция? Нет. Хуже. Это кто? Вы знаете Александр? Нет. У нас приходит проверка. В данный момент я здесь стою, почему она меня снимает? Да. Отдел полиции там, суд там. Вы можете выйти из кадра. Уже вы сняли, удалите, давай видео. А еще что сделать? Удали видео, я не хочу, чтобы вы меня сняли, говорю, на камеры. Че, я не ясно говорю тебе, что ли? Не кричи, успокойся. Ну удалите видео тогда. Нам без разницы, что ты хочешь. Есть это закон. тебе без разницы, а мне не без разницы. Есть. Ну давайте тогда потише вам, да? Чтобы спокойно дело закрыли. Ой, господи. Вернуть хотел деньги за него. Моя правовая база со всеми статьями и законами, которыми я пользуюсь, с пояснениями, с примерами применения, с рекомендациями и так далее, с ответами Роспотребнадзора, с решениями судов, а также к закрытому чату спонсоров, где я со спонсорами, с ребятами, которые поддерживают наш канал, общаюсь, отвечаю на вопросы. В общем, ребят, ссылочки в описании. Boosty для карт РФ, Patreon для зарубежных карт. Да, здравствуйте. Ну чем закончилось? Вы оперуполномоченный, да? Вот это все просрочено. Так, устное заявление прошу принять. Бланк есть? То есть, короче, человека отложить и бланк есть. Протокол принятия устного заявления. Да. Ну, пока осмотр можем сделать, потом заявление тогда. Давайте мы сразу будем утилизировать. Утилизируйте, вскрывайте, нарушайте целостность и выкидывайте, и все. Что, его опять забрали, что ли, кассира? Да, кассира опять забрали в отдел. Надо было ножницы ему дать и подержать мешок. Ну что, сразу нельзя было вот это сделать? Ни заявлений, ничего бы не было. Ну ничего бы не было. Никто бы не ругался, никто бы ничего. Ну просто вот взяли. Так, это не все. Это не все. Вопрос. На масло есть документация? В прошлый раз мне пообещали, что будут документы. Документация есть, но в данный момент тот человек, который может предоставить его нет. Мы можем убрать пока. Нет, убрать в тот раз уже было убрать. Да. Ничего не изменилось. Обманули. Не вы обманули конкретно, а вот кто здесь был. Было. Это факт, это было. Ну, слова люди не поняли, видимо. Не услышали меня. Когда сейчас они поймут, что они теряют деньги, по сути, потому что товар, который для продажи, некачественный товар, опять же, который не... Представляешь, сколько сейчас потеряют сил, средств? Хотя можно было просто вот она этикеточка, вот эта вот наклеечка.
Вон она везде в магазинах. Как она это? Стикер. Господи, дай бог. По-любому есть продавцы, ребят. Как она на это правильно? Стикер машины. Не знаю, как она называется. Такая, она так нажимаешь, вводишь туда данные. Там годен, до, там изготовлено. Просто тык-тык-тык-тык. Все. Взял просто наклеечка такая. Наклеиваешь. Все. Уже хоть что-то будет. Ну. Должен продаваться, он утилизируется, может. Все-таки они задумаются и появится маркировка на товаре. Ну что, Я ребят, уверен, заявление масло написано. неплохое. Сотрудник изъял купленный просроченный товар. Весь найденный просроченный товар мы утилизировали, нарушили целостность упаковки. Поэтому теперь я спокоен, что он не попадет вновь на полки. А мы вернемся сюда еще раз, где-нибудь опять через месяц. Ребята, посмотрим, справился магазин или нет. Все, всем хорошего вечера, всего доброго. Все, до свидания. Спасибо, до свидания. Мне нравится, как при сотрудниках полиции всегда директор магазина испаряется. И всегда остается более ответственный друг. Скажите, претензии сейчас к нам какие-то есть? Нет. Нет? Все, там пошли тоже, что нам тут делать? Мы свое дело сделали. Не травите граждан. До свидания. Ну что, Артему, как всегда, спасибо за ролик. Ждем наш с ним. У нас там 2 целых ролика, да, мы за день отсняли. Да. Ну там прям вообще там песня. Там опять Химки, опять с другой стороны они поселились. Понимаешь, зашкирились. Нашли. По отзывам, кстати, нашли, да. Вот, ну спойлерить, ладно, не буду, мы с вами вместе посмотрим. Тёмыч, привет. Всей команде привет. Ребят, сейчас поправлюсь, обязательно с вами съездим. У нас там есть, да, куда доехать, да, там жалобы. Пишите в комментариях обязательно, где, что, как, зачем и почему. Потому что сразу смотрим на карте, если прям совсем все завалено жалобами, то очень-очень большая вероятность то, что приедем и посмотрим. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, будьте добрее, умнее и аккуратнее с просрочкой. Давайте.